Здравствуйте! Это реальные новости на канале «Страна для жизни». Лишний раз повторять не будем про лайки, комментарии, подписки. Вы все и так знаете. Сразу к новостям. В распоряжение Байпол попали материалы, подтверждающие политическую мотивированность возбуждения уголовного преследования Тихановского Сергея и его соратников. Задолго до непосредственного задержания в отношении Тихановского и членов его команды в связи с их общественно-политической деятельностью ГУБОПиком была начата разработка в рамках дела оперативного учета, находившегося в производстве старшего оперуполномоченного 2-го отдела 3-го управления Тарасика Ивана Александровича. Общее руководство данной разработкой осуществлялось начальником 3-го управления Бедункевичем Михаилом Петровичем. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий какие-либо правовые основания для возбуждения уголовного дела в отношении Тихановского получены не были. В связи с этим последовало решение об организации против него провокации. Приказ об этом был отдан лично бывшим министром внутренних дел Караевым. Непосредственный контроль по реализации комбинации 29 мая осуществлялся первым заместителем министра внутренних дел Казакевичем Геннадием. С указанной целью была разработана оперативная комбинация, главная роль в реализации которой принадлежала проститутке по кличке Ламбада, которая сотрудничала на конфиденциальной основе с оперуполномоченным Тарасиком. В результате указанных преступных действий названных лиц Тихановский уже 7 месяцев как незаконно удерживается в местах содержания под стражей по сфабрикованному уголовному делу о совершении преступлений, предусмотренных статьей 191, то есть воспрепятствование осуществлению избирательных прав, а также организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. За проявленное усердие по службе старший оперуполномоченный Тарасик повышен до должности заместителя начальника 1-го отдела 3-го управления ГУБОПик. Начальник 3-го управления Бедункевич до должности заместителя начальника ГУБОПик. И самое главное, речь Караева о том, почему следовало сфабриковать уголовное дело в отношении Тихановского, также была сегодня опубликована. Это нужно слушать и это нужно посмотреть. Этот предлаган страну хотел раскачать. На покосившихся заборах, там стройках каких-то, предгорисполкомов и сельсоветов, они там все 5 рублей украли. Я говорил позавчера в интервью, что он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все эти вопросы. Но там он рот свой поганый не открывал, мы с мусорами разберемся. А тут приехал на самую тишайшую ниву, на самое покорное население, на самых лучших милиционеров в мире. И начал мусора там, мы раскачаем эту власть, видя, что ему нет противодействия. Хорошо его хлопнули, жалею только, что поздно. Хотя, опять-таки, вы же в октябре уже мое внимание на это обращали. И мы в комитетах с вами вместе, да? И хорошо, что у всех мудрости хватило хоть когда-то его увидеть и хлопнуть там. Пусть бабки трясут по пределу, по беспределу. Какая тварь опаснее всех. Он опаснее всех этих бабариков, он разрушитель государства. Нет, на него статьи надо придумать и посадить его на долгую пусть там. А вы знали, что календарь на 21 год по датам и дням недели идентичен календарю за 37 год? Совпадение? Надеемся, что обойдется. Но то, что захватившая власть не собираются останавливаться ни перед чем, чтобы удержаться в своих креслах и чинах, это ясно и понятно. Им нужен покорный народ. И это не наши слова, это слова Караева. Именно так беспринципные мрази смотрят на белорусский народ. Покорное стадо. Вот во что они хотят нас превратить. Безнаказанность и вседозволенность вытесняет из голов и душ вооруженных уродов совесть и сострадание. Вчера 2 ребят, что приехали встречать друзей из Окрестина, задержали. Говорят, из-за плаката. Как стало известно на канале «Матолька, помоги», плакат был абсолютно безобидный. Просто приветствие. Сотрудники сказали, что им не понравилось, что ребята слишком радовались. Слишком радовались. Нам, оказывается, больше нельзя радоваться. Осталось подождать, когда улыбку приравняют к выражению протестных настроений и подведут под это дело какую-нибудь расстрельную статью.
Жителя Брагина приговорили к 2 годам колонии строгого режима за оскорбление Лукашенко. 29 декабря районный суд Брагина приговорил 25-летнего Александра Кулага к 2 годам лишения свободы. Его обвинили в оскорблении Лукашенко. Александра Кулага в зале суда под стражу не взяли. Он все еще находится на свободе под личным залогом до вступления приговора в силу. Александр работает лесорубом. До этого его не привлекали. 16 августа его задержала местная полиция. Молодой человек был пьян, и когда его доставили в больницу, он стал негативно отзываться о Лукашенко. Это было зафиксировано милицией в личных регистраторах. Позже Александр объяснил, что выразил свои эмоции. Экспертиза не перечислила, что говорил обвиняемый, но отметила, что это были грубые, непристойные слова. И еще немного о нелюдях. Среди тех, кто в конце октября до убийства Романа Бондаренко разводил костер во дворе на Богдановича в Минске и жег в огне таблички с площади Перемен, читатели «А только помоги» опознали не только всем хорошо известного Дмитрия Баскова, но и главе Федерации хоккея в Беларуси в его нелегком деле помогала Дарья Шманай, победительница межвузовского конкурса красоты и грации «Королева весна» 2013 года. Бывшая сотрудница службы делового протокола президента Беларуси. В этой должности девушка часто сопровождала Лукашенко на официальных приемах, спортивных и культурных мероприятиях. Сейчас Шманай работает в белорусских структурах в Москве. В Молодечно вынесен приговор Павлу Бересневу по статье 369 Уголовного кодекса. И ему присудили 1,5 года химии, а также штраф 4000 рублей за оскорбление начальника милиции. Потерпевшим признан начальник Молодеченского РОВД Вадим Пригара. Он рассказал, что испытал огромное моральное страдание из-за надписей на стенах, которые вредят его деловой репутации. Кстати, пригорающий от моральных страданий Вадим Пригара значится под 76-м номером в санкционном списке ЕС, который был утвержден 17 декабря. Санкции работают. Как? А вот так. Нацбанк Украины отказал гражданину Беларуси Николаю Воробью в покупке БТА банка. Такое решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков НБУ, сообщает пресс-служба регулятора. Решение НБУ вынесено на том основании, что деловая репутация заявителя не является безупречной. Цитата. «Санкции – это еще мелкое. Банки подали в суд, и я сегодня не имею права выехать за границу. Не только в Европу, но даже в Россию или Украину. Я не имею права сесть за руль». Угадайте, кто так сказал? А так сказал тот самый Шакутин. Пресс-секретарь МИД назвал подписанный Трампом акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси странным и бесполезным документом. А очень зря. Санкции работают и сокращают возможности пополнения кормовой базы для ОМОНа и всего прикорытного поголовья. Сегодня в Беларуси раньше срока началась массовая вакцинация от ковида. Первыми российской вакциной «Спутник В» на добровольной основе будут прививать медиков, педагогов и тех, чья работа подразумевает контакты со множеством людей. В январе, феврале, марте и апреле Минздрав хочет вакцинировать 1,2 миллиона населения, а затем выйти на показатель в 5 миллионов привитых от коронавируса. Кстати, напишите в комментариях, планируете ли вы вакцинироваться и доверяете ли вы российской вакцине. И в конце. С 1 января нужно будет платить налог со всего кэшбэка. Цитата. «Кэшбэк поддается налогообложению только в том случае, когда кэшбэк превышает 2% от суммы покупки. Ждем налог на воздух. С наступающим!» А мы с вами на сегодня прощаемся и напоминаем, что в новогодний вечер, чтобы избавить себя от стресса, не стоит включать телевидение. Следите за эфирами на канале «Страна для жизни» и давайте вместе встретим Новый год. Только вместе мы сможем построить страну для жизни. Стоп таракан.